10 часов 49 минут. У меня есть сделка по индексу Великобритании. Эта сделка немного на опережение, и она входит в мою стратегию скальпер 9.41. Это терминальное время, Москва это 10.41. Пришел сигнал на buy. И вот сейчас складывается ситуация, при которой мы можем увидеть ускорение тренда. Это полностью автоматический сигнал, даже стратегия, потому что все правила уже прописаны. Робот ищет совпадение правил на всех символах, которые доступны, которые есть вот здесь в обзоре рынка. И как только все совпало, тут же показывает таблица время совпадения и точку входа, то есть котировку buy 76.50. Buy 76.50. Я купил, здесь еще рынок не открылся, спред шире. Но так как я вхожу заранее, я имею шанс получить более выгодные соотношения, потому что если сейчас рынок откроется, мы можем увидеть довольно интенсивное движение вот такое наверх. И это очень вероятное движение сейчас. И если оно будет, то я, скорее всего, куплю где-то здесь. Да. Если будут большие свечи. Скальпер очень простая стратегия для внутридневной торговли в течение часа примерно. То есть час отработал и все. На фондовом рынке мы сегодня покупали акции Аэрофлота небольшой позиции, потому что рынок немного растянут, видите? Мой смарт-осциллятор, который определяет степень натянутости, назовем это так, рынка. То есть когда уже цена, скажем, далеко ушла от ценности. Купили, много купили. И вот я в Телеграме трейдерам писал, что очень мало хороших акций. И вот Аэрофлот попался мне на радар. Но здесь микропозиция была, то есть по времени и в плане потенциала тут совсем небольшой, потому что осциллятор на экстриме. Но мы будем возвращаться и смотреть, потому что в перспективе здесь могут быть покупки и очень даже хорошие, потому что сейчас, если смарт-осциллятор отойдет от своих экстремальных значений, это позволит нам снова искать buy. То есть это как вдох-выдох человека, да, диафрагма расширяется при вдохе, то есть расширяется, потом доходишь до какого-то пика, предела вдоха, да, больше вдохнуть не можешь, выдыхаешь, и вот так рынок вдыхает, расширяется рынок, и потом выдыхает и приходит в норму, то есть к ценности. В данном случае ценность это вот эта зона, где мои белые точки волатильности. И ценность это когда смарт-осциллятор отходит от пиков своих, потому что вот здесь это очень агрессивное место. Мы попробовали купить, немного заработали, и все. Почему? Потому что он уперся. Вот посмотрите сюда. Когда осциллятор упирается в плюс 100, никогда нельзя покупать. Надо, чтобы он чуточку отошел хотя бы, и ты можешь попробовать прыгнуть. И вот здесь, посмотрите, он уперся в плюс 100, вот здесь. Это тебе предупреждение, что может упасть рынок или скорректироваться к ценности. Не держи позицию. Сильнейший сигнал теханализе и сигнал для трейдера, как ему дальше действовать. То есть здесь вы обладаете информацией о том, где уже поздно быть покупателем, где уже поздно входить в рынок. Но сейчас идет коррекция, возможно, мы вернемся и будем следить. Но основной сейчас фокус это на европейском рынке, потому что здесь ситуация просто идеальная по индексу Великобритании. Я сейчас буду увеличивать объемы на всех счетах значительно. И я думаю, что мы на открытии с большой вероятностью бомбанем наверх. Как бы это самоуверенно, может, не звучало, но есть определенные рыночные, скажем так, картинки, да, то, как выглядит график перед взрывом. И вот это такая ситуация сейчас. Увеличиваю объемы на других счетах по индексу Великобритании. Очень сильная ситуация, это называется взлетная полоса. Это означает, что в течение 3-5 минут будет вот такое движение с вероятностью 8 из 10
Вот такое. Видите, точки как близко. Это называется компрессия, сужение. И мы видим, что цена при этом особо не растет, свечи мелкие, и вот это перед взлетом появляется очень часто. Давайте смотреть. Я увеличил позицию, закрыл старую, открыл новую, чуть дороже, но я взял чуть больше объемы. Чуть больше объемы, потому что рассчитываю на очень интенсивный рост индекса Великобритании. Минуты 3 до открытия. Даже меньше. Тейки не ставлю, потому что я предполагаю, что рынок придет вот сюда. Это 7700. Видите, да? Смотрите, как развивается на ваших глазах вот эта ситуация, взлетная полоса. Вот сейчас точки еще скомпрессуются, еще пойдут ближе, видите? То есть по факту не осталось никакого пространства между ценой и ценностью. И это одну секунду, это свидетельство колоссальной силы. Колоссальной силы быков. Ждем. И в принципе вот этой сделки, сейчас секунду. И в принципе этой сделки будет достаточно, чтобы на сегодня заработать, потому что я увеличу везде объемы на всех счетах. И сейчас мы посмотрим, что будет. То есть мы входим не на открытие прямо в моменте, а мы входим немного до открытия, учитывая то, как ведет себя цена, как ведет себя график. Но смотрите, на открытии мы можем увидеть следующую ситуацию, паниковать не надо. Можем увидеть движение сюда, коррекцию или попытку даже чуть уйти, и потом только. Это нормально, такой сброс, да, энергии. Потому что бывает, рынок растет, доходит до какого-то уровня, да, и потом резко, если вы заметили, такие резкие обвалы, и потом обратно пошел. Вот такое тоже может быть. Смотрим 2, 1 минута, несколько секунд до открытия. И мы рассчитываем на что? Вот это движение, это очень вероятно сейчас. Вот вчера такая ситуация на самом деле была. Вы следите за процентными ставками ФРС, за вообще новостями. И вот за несколько секунд, за несколько минут до новостей была вот такая же ситуация вчера. Но это было 22 часа вечера по Москве, везде по всем символам. И вы видели какие сумасшедшие, просто лютые движения. И вот здесь такая же история. Ждем. У нас осталось 3, 2, 1. Поехали! Пу! Полетели! Очень сильная компрессия волатильности. Еще раз мы можем прийти точки белые протестить. А вот оно сужение. Смотрим, будет ли моментум. Причем, если рынок сейчас взлетит и дойдет вот сюда, это 76, 76. Да, вот здесь мы возьмем и начнем немножко наш стоп двигать. Потому что я немножко ставлю шире тейки, и чем шире тейки, тем, соответственно, меньше туда цена будет приходить. Везде сокращаю риски. Причем сигнал был вот здесь, да, смотрите. UK, индекс Великобритании 0,941. Видите, да, время, котировка, ну-ка иди сюда. Котировка 7,650. Вот она. Золото бай, давайте посмотрим. Скальпер 2035 бай. Покупка по скальперу, тоже покупка по золоту, но у меня все объемы заняты индексом Великобритании, я не могу купить золото. Да. И вот одна из важных составляющих успешной торговли – это вот как раз объемы. Если ты уже, скажем, наработал, набил руку, у тебя отработанный сценарий торговли, ты уверен в нем, ты знаешь, откуда приходят лучшие сделки, ты знаешь свое соотношение. В общем, тебе все параметры известны. Ситуация, в которых ты торгуешь, у тебя не вызывает сомнений. То есть ты знаешь, как точно выглядит график, который приносит деньги, там, скажем, 8 из 10, 7 из 10 случаев. И когда ты уже это отработал, скажем, стандартным объемом, ты можешь позицию
ты можешь позицию увеличить. Аэрофлот пропустили. Кстати, что делает? Вот то, что мы говорили, да? Коррекция к ценности. Бум! Моментом. Но Аэрофлот, я думаю, что еще пойдет наверх. Там очень сильная сейчас ситуация. Фиксируем прибыль по индексу Великобритании. По всем счетам закрываю позиции. $1700 профита. Фиксируем прибыль по индексу Великобритании. Больше $1700 профита закрываем по всем счетам. И сейчас закроем здесь. Все отлично. И ждем новых входов, потому что индекс Великобритании очень силен сейчас. Очень силен. Я на самом деле заметил, что более эффективно я торгую, когда исходный счет, на котором я работаю, небольшой, а основные счета крупные. И туда сделки, когда копируются, я лучше торгую, чем если это наоборот. Вот. Так что круто, очень круто. Прям это, наверное, за эти европейские сессии самый большой единоразовый профит. Но еще раз, я увидел эту возможность. Я был готов здесь сыграть более крупно. Это не значит, что это стопроцентный сигнал, он всегда работает. Нет, но 8 из 10 будет профитный. Торгуя в таких обстоятельствах. Мы еще затронем эти обстоятельства, поэтому не уходите. Смотрите до конца тренинг. Потому что у нас еще могут быть сделки. Индекс DAX растет. Но DAX не интересен, он слабее намного, чем индекс Великобритании. Тут очень силен. Пойти может дальше, но я хочу, чтобы вы сейчас посмотрели на дистанцию между ценой и ценностью. Видите, здесь какая? Вот вчера, я уже не помню, говорил сегодня об этом, да? Или нет? Вчера на 21 час 50 где-то 5 минут перед вот этими сумасшедшими трендами, которые были на новостях, все сигналы указывали на то, что золото, евро, доллар, фунт, доллар взлетят. Я в это время не торгую, и я просто смотрел как зритель, да, потому что это не мое время. 22 часа, ну, не то, если бы я вошел и вдруг бы что-то пошло не так, я был бы очень расстроен. Поэтому я торгую в то время, когда я работаю, да, это мое основное время. Стараюсь не пересиживать. И вот в 21:55, где-то 21:57 система кричала «buy». Если вы внимательно смотрите мои закрытые тренинги, обучаетесь у меня, вы наверняка, если торгуете в это время, наверняка смогли поймать шикарное движение. Золото прошло $50 там за час-полтора. Сумасшедший просто тренд был вчера. После выхода, да, там этих поставки данных. Сумасшедшие везде были тренды. DAX взлетел. Да что там DAX говорить, индекс NASDAQ, Dow Jones, просто лютые тренды. Один вот такой день тебе может сделать просто, не знаю, 3-месячную прибыль. Да? Просто невероятное движение. И все это возможно только благодаря вот этой конструкции сужению. Также мы видим здесь сигнал скальпера. И когда такое происходит, это приводит, как сказать, вот пружина, представьте, сжалась, прижалась, уже там. Это такой же сигнал, да, отпружинивания, да, своего рода. В общем, ждем коррекции теперь и снова купим, потому что она рано или поздно сейчас будет. И мы снова будем покупать. И еще важная фишка, что коррекция от этого движения не должна быть больше 50%. Если она будет больше 50%, то покупка отменяется. Это золотое правило трейдинга. Трейдинга по тренду. Особенно, когда мы прыгаем в движение в потоке. Потому что если тренд силен, действительно, мы не уйдем ниже вот этой зоны. Если уйдем сюда, все, тренд для нас закончился, и мы уже увидим, скорее всего, что-то подобное. Потому что, когда вы покупаете, скажем, на коррекции, вы же ожидаете, что рынок как минимум придет сюда и дальше пойдет.
Но когда вы покупаете от глубокой коррекции, у рынка нет столько сил. То есть отсюда ему легче прийти сюда и уйти наверх, чем если он это сделает отсюда. То есть ему нужно вон сколько пройти, вон сколько нужно сил. Представляете, да? И это очень-очень важный критерий, который надо учитывать. Так что ждем. Мы можем купить, на самом деле, на продолжение движения прямо здесь, если эта свеча закроется выше. Но я не думаю, что это хорошее прям решение для меня сейчас. Если мы сыграем на скальп еще, там есть небольшая структура, видите, слева такой небольшой уровень. Видите, слева есть небольшой уровень, большая полка. Я не думаю, что это ключевой уровень, потому что есть еще слева, да, самые такие пики, и не исключено, что мы туда попробуем приползти. Я смотрю, что мое расстояние между ценой и ценностью очень большое, чрезмерно большое. Вот помните, мы по Аэрофлоту видели, когда Аэрофлот прижался к экстремальной точке вот здесь, к экстремальной, то есть это значит будет пауза, Аэрофлот опять ушел на экстрим, это значит, что в течение нескольких минут опять будет пауза, рынок немножко возьмет передышку. И вот эти вот, скажем так, циклы, видите, экстрим, ушли от пика, экстрим, ушли от пика, можно покупать, экстрим нельзя покупать, нельзя покупать, нельзя покупать. Здесь уже поздно, то есть твое место идеальное, вот то, что мы как раз рассматривали, но еще раз, я весь был в рынке Великобритании, поэтому сюда не лез. И мы можем ожидать, что здесь либо будет пауза, да, либо рынок скорректируется. То есть вот таким образом вы можете получать преимущество, которого нет у других трейдеров, четко понимая вот эти рыночные циклы и работая с ними в таком вот, скажем, в одном ритме, да, вот на одной волне с этими графиками, с этими движениями. Круто, очень круто. И я вот в Телеграме уже говорил вам, да, писал, поэтому подписывайтесь в Телеграм, туда тоже присылаю порой очень важные замечания, заметки, инсайты, да и все то, что может сделать вашу торговлю, совершенно вывести ее на другой уровень. Серьезный, профессиональный, прибыльный. И видите, все, нельзя покупать. Нельзя. Все, будет коррекция, либо пауза. Нам нужно, чтобы осциллятор опять ушел от своих пиков, потом покупать. Потому что рынку не свойственно, примерно 90% случаев вот таких экстримов будет сопровождаться паузой, либо коррекцией. Здесь уже нельзя. Все. Мы вернемся к Аэрофлоту чуть позже, и если осциллятор опять чуть-чуть отойдет от пиков, это уже хорошо будет. Идем дальше сюда. Растет наш. Но здесь уже денег нет. Здесь уже все пока. Мы сняли на самом деле основные сливки. Вот они. Вот они. Основные сливки. И в принципе, как я говорю, 20-30 минут достаточно внутри дня, чтобы делать профит. 20-30 минут в день. Если в течение там 20-30 минут, ну ладно, часа возьмем, на открытии нет хороших событий, которые можно торговать, то зачем смотреть на рынок? Все. Потому что в начале сессии рынок себя проявляет. Понятно, что если на Мосбирже это нормальный вариант, да, в течение часа, на рынке Европы нормальный вариант в течение часа торговать, например, с 11 до 12 по Москве, то на рынке Америки трудно, потому что она широкая, да, большая сессия, то там я бы выделил 2 часа. И это время с 16 в зимнее время, да, 16:30, 18:30. Вот это основное, самое прибыльное время. Сокращать это время довольно трудно, потому что в 16:30 выходят новости в США, а в 17:30 открывается биржа в США. Таким образом, вы не можете сразу после открытия закончить, и вы не можете начинать торговлю, ну, скажем, очень поздно, прямо на открытии. То есть нужно чуть приходить заранее. И в идеале как раз, когда выходят новости, потому что там самые большие шансы заработать деньги. И получается, что в Америку час это трудно очень, и даже, я бы сказал, не совсем правильно, а 16:30, 18:30. То есть вы можете выбрать конкретную сессию. Я торгую в 2 сессии, утром и вечером. И суммарно у меня получается, если здесь 2 часа, то здесь где-то час.
да, но с учетом еще Мосбиржи, ну, грубо 2 часа, скажем, 2 часа. Итого максимум 4, 3,5-4 часа. Иногда бывает, я в Америку засиживаюсь, но в скором времени полностью прекращу торговать после 18:30, потому что, во-первых, если я начинаю раньше, я еще бодрее, потому что чем туда ближе вправо уже вечер, да, в 6, 7, 8, 9 вечера, ну, у тебя уже мозги по-другому работают, да, уже весь день позади. И я намного более продуктивен торгую даже в Европу, на Мосбирже, и вот на индексах здесь, даже на Форекс рынке, но утром, чем, например, вечером. Да, еще раз, это связано с тем, что разный тонус у человека. Да, утром в 11 и вечером в 6. Но это разные люди совершенно. Поэтому здесь я стараюсь начинать раньше и заканчивать не позже 18:30. А в летнее время еще на час раньше. 15:30, получается 17:30. Таким образом уже до 6 ты свободен. Это круто, но зимнее время с этим ничего не поделаешь. Приходится заканчивать позже. Но все-таки Америка очень крутая сессия. Но пересиживать точно там нельзя, иначе она будет для тебя совершенно противоположной. В общем, ждем индекс Великобритании, да. Очень много сегодня возможностей зарабатывать деньги, трейдеры. Сначала я как-то осторожно начал сегодняшнюю сессию на Мосбирже, а потом смотрю, то пошло дело, и вот индексы летают. Это просто огонь. Поэтому пользуйтесь возможностями, которые есть, которые дают вам алгоритмы, которые сканируют рынки и показывают вам наиболее точные места, где входить, наиболее прибыльные ситуации, в которых вы можете торговать, и делают это на огромном количестве графиков, в отличие от 2-3, которые вы можете сами торговать, потому что вы не сможете столько анализировать инструментов в единицу времени или столько анализировать акции в единицу времени, это просто невозможно. Поэтому самый сильный для вас... Аэрофлот растет опять. Смотрите, смарт-осциллятор падает. Еще раз, не каждый день такое бывает, поэтому немножко вам может показаться, что мой тренинг выглядит таким сумбурным, но он, скажем так, является... Моя интенсивность ведения этого тренинга является ответом или реакцией на то, что происходит на рынке. Посмотрите, какая сильная ситуация по Аэрофлоту опять. Я уже не буду входить в рынок, но тем не менее, посмотрите. Смотрите, видите, отошли от экстрима, разрешено уже покупать. Точки приближаются, называется взлетная полоса. Вот я трейдерам скрин присылал сегодня. Вот здесь была взлетная полоса buy. Потом мы с вами видели взлетная полоса buy и взлетная полоса buy здесь. Раз buy, 2 buy, 3 buy. Профит. И здесь, скорее всего, тоже мы увидим еще один момент вверх, потому что Аэрофлот очень силен, когда так долго пребывает смарт-осциллятор, да, выше 50, это сила быков, и она значительна. В общем, мы можем увидеть более интенсивное сейчас движение. Мы можем прямо в реальном времени понаблюдать, видите, сужение экстремальное, смотрите, как рождаются большие движения, и бум, следующее движение, как правило, будет вот такого плана, да, или следующие свечи, очень короткие стопы здесь. Идеальный просто рынок Аэрофлот, и он у меня на другом моем сканере. Тренд-сканер — это роботизированная система, которая работает на любом рынке, да, любом таймфрейме. Естественно, мы применяем это в основном интрадей, потому что нам важно получать информацию о горячих акциях, символах, валютных парах, криптовалютах здесь сейчас, там, где у нас наибольшие шансы заработать. Сегодня я следил еще за ВКонтакте, но мы не смогли преодолеть сопротивление, рынок затух, поэтому здесь все. И вы видите, что на моем сканере тренда Аэрофлот и ТРМК, трубная компания, соответственно, Аэрофлот самый горячий, да, и здесь продолжаются покупки, сигналы на buy. В общем, крайне вероятно, что мы увидим моментум еще и здесь. Ну и видите, скальпинг-система тоже работает, стратегия, извините, тоже работает, и здесь идут сигналы. Ты должен быть предельно активным, всю свою энергию, сколько вот у тебя есть, все свое внимание, но при этом на 1 час, а не так, что ты сидишь там весь день,
5, 6, 7 часов в течение дня, и твое внимание, оно не акцентировано, оно расползается по всему графику, и поэтому ты не продуктивен, поэтому у тебя мало что получается, поэтому когда все летает, ты мимо кассы, когда все спит, ты геройствуешь и теряешь деньги, да, один там торгуешь, что-то выискиваешь, цена не идет в твою сторону, ты удивляешься, почему там пошло потом резко обратно, но потому что рынки более твердо, скажем так, стоят на ногах, более ровно двигаются без каких-то вот провалов резких. В том случае, когда в то время, точнее, когда рынок открывается, то есть когда все трейдеры смотрят на тот или иной символ, тот или иной актив, акцию и так далее. А как понять, какая это акция, какой это актив, это дают вам мои торговые системы, стратегии скальпер, и они же дают вам готовый вход в рынок. Поэтому это не просто сканер, который говорит, что ну посмотри, там что-то есть, а алгоритм, который полностью заменяет торговую систему. То есть торговая система, но размноженная на множестве, на многочисленных символах. Иногда я прихожу на рынок в Европу, у меня вообще ничего нет. Ну, я сижу, я иногда даже для вас тренинг пишу в это время, и просто его не выпускаем, потому что ничего нет. Я сижу такой, что-то рассказываю, но это такое скучное очень занятие, потому что рынок стоит, сделок нет, и приходится это видео не выпускать в эфир, не публиковать его, потому что ничего нет. А когда двигается, очень много полезных вещей, могу вам рассказать, на что-то акцентировать ваше внимание. Плюс я в таком нахожусь очень высоком, скажем так, на определенном высоком энергетическом уровне. Потому что когда рынок заряжен, я тоже заряжен, я стараюсь как можно больше извлечь профитов, извлечь возможностей прибыльных из этого рынка. Потому что это моя среда, это там, где я делаю деньги регулярно. И есть среда, где я не делаю деньги регулярно, есть среда, где я уязвим, и вот там я стараюсь проявлять осторожность. То есть я знаю свои сильные и слабые стороны, и вы тоже изучаете на онлайн-торговлю вместе со мной, потому что я на это указываю, да, на что обратить внимание. На тренингах моих закрытых в ProTrader AI. Это программа полноценная, где есть все, что вам нужно, чтобы продвинуться в этом деле в первую очередь и уже инсталлировать, устанавливать новые привычки, да, привычки прибыльного трейдера, которые уже останутся с вами, да, на все время, сколько вы будете торговать. То есть это не какие-то там разовые изменения, а это такие уже фундаментальные, глобальные. И золото тоже растет, мы с вами видели сигнал на скальпере, он опять подтверждается. Бай здесь золото. Сейчас опять бай золото, но идеальное место для покупки было здесь. Но так как я был весь в индексе Великобритании, и это правильно, потому что он самый горячий. То есть ты должен смотреть на тот символ и торговать тот символ, который наиболее горячий. Потому что если торговать все подряд, все, что нравится, это будет неэффективно. Вот вчера я говорю, если я сейчас вам покажу золото, вы это увидите. Из ниоткуда вам покажется, а на самом деле нет. Из откуда? Вот здесь, видите, какое сужение? Здесь просто не видно даже, места нет между белыми точками. Вот здесь случилось это. Да, что будет взлет вверх с вероятностью очень высокой. Вот то, что мы торговали по индексу Великобритании, прямо в онлайн-режиме. Вот здесь. Крайне вероятно, что будет взрыв наверх. Крайне просто вероятно. А когда он уже произошел, не то, что это поздно покупать. Нет, это хорошее решение купить. Но лучше это место здесь, потому что разница в $10 это очень много. И вот здесь ты получаешь информацию, что будет взрыв буквально за вот 3 минуты, 4 минуты до вот этого взрыва. И так ведь по всем символам, по всем активам такая история, что взлетит. Понимаете, да, насколько это сильная штука. И потом тренд, смарт-осциллятор зашкаливает. Вы ждете, когда он немножко отойдет от экстримов, и начинаете дальше искать входы. Ну, это, конечно, гигантский, да, тренд. То есть вот такие дни вам нужны, да. В трейдинге мы зарабатываем в течение 1-3 дней. Вот из 20 дней, которые есть торговые в течение месяца, 2-3 дня, в которые ты зарабатываешь существенные деньги. Все остальное время нейтральные дни, они мало что определяют. Такие плюс-минус, плюс-минус, ну, может быть, там сделаешь, конечно, профит, но все равно, вот именно существенный такой прям, профит,
ты делаешь только вот в определенные дни вот такого плана, как вчера, например, 22:00. Если вы торгуете сегодня на индексе Великобритании, не часто индекс Великобритании проходит вот такое количество пунктов за 5-10 минут. Согласитесь, такое может быть несколько, в месяц, может раза 2-3 именно на открытии, потому что можете в другое время ходить, но меня это не интересует, меня интересует именно открытие. Потому что сосредотачивая свое внимание на определенном времени, на определенных сигналах, ты становишься более эффективным, ты делаешь больше прибыли. А скажем так, размазывая свое внимание на все графики и на все промежутки, временные, ты ничего не получаешь от этого. Просто информация, ты вроде в рынке, вроде варишься здесь, а толку-то нет никакого. Посмотрим, будет ли бай по индексу Великобритании. Пока не вижу хорошей покупки, но я на прицеле, чтобы еще раз купить. В общем, ждем, чтобы смарт ушел с макушек своих. Только в том случае я буду покупать. Пока нельзя. Хотя хочется, ты, безусловно, видишь вот эту большую свечу, самую, наверное, одну из самых длинных за последние 15, может быть, 20 свечей. Тебе кажется, что это хороший бай, это действительно хороший бай. Но, на мой взгляд, это очень дорого покупать. Потому что моя система говорит, что, Аркадий, осторожнее, может быть реакция-то. Ты можешь остаться в дураках. Так, давайте посмотрим на Аэрофлот. Кстати, что сделал Аэрофлот? Опять то, что мы говорили, взлетная полоса, приближаемся, бай. Взлетная полоса, бай. То есть, если вы заметите и внимательно посмотрите, что рыночные циклы, они вот друг за другом идут. Посмотрите опять. Разрешено, покупай. Запрещено, больше не покупай, фиксируй прибыль. Опять уходим от экстрима. Понимаете, вот это, насколько это важно? Вот они, циклы. Отошли, бай. Нельзя. Отошли, бай. Нельзя. Отошли. Видите, он достиг экстрима. Здесь смарт-осциллятор, и цена не растет. Как только смарт уходит за, видите, потом пошел рост. Здесь, видите, дошли до экстрима, все, дальше не идет. Вот эта закономерность работает очень здорово. Если вы внедрите это, будете использовать, ваша торговля, я говорю, будет намного, скажем так, совпадать с циклом рынка. А не противоречить ему, как она обычно бывает, как обычно это происходит. Идем сюда. И вот смотрите, опять история. Бум! Осциллятор на экстриме, тут же реакция. Если я здесь купил, нет предела моему разочарованию. Я могу пережидать эти коррекции, но это не тот стиль торговли, который приведет тебя к прибыли внутри дня. Пережидать коррекции. Ты лучше работай над более лучшим входом, чем пережидать коррекции. Это не тот стиль, который приносит деньги. И вот сейчас уже можно начать искать покупки, но пока я наблюдаю. Еще есть немного времени. Чуть-чуть у нас есть времени. И очень важно, что вот ты вот это состояние вовлеченности, сцепки с графиком не можешь сохранять долгое время. Где-то час в среднем, может быть, чуть больше. Все, и потом у тебя начнет такое внимание садиться по мере того, как рынок успокаивается. И вот в этот момент ты должен закончить. То есть закончить в лучшей, находясь еще в форме. Если ты будешь дальше торговать, ты все будешь так уже, скажем, от скуки больше. Рынок замедляется, твои процессы обработки информации замедляются, потому что реестр твой забился. Да? Тебе нужно почиститься. А чтобы почистить, тебе нужно отойти от рынка и немножко заняться другими делами. То есть кэш забился информацией. Понимаете? Когда ты утром садишься, ты еще свежий, чистый лист. Да, у тебя еще никакой информации о рынке нет, ты только открываешь компьютер. И чем дольше ты сидишь, тем больше она грузится, и потом ты уже, в принципе, ничего не соображаешь, как надо торговать, что даже у тебя какая идеальная система, стратегия, она не поможет тебе. Да? Потому что уже забито, ничего не лезет сюда нормально. Все,
Мусор один. SmartOS отошел от экстрима. Все, мы приходим к ценности. От пика ушли, и мы теперь готовимся снова заходить. Нам нужен здесь ценовой паттерн. В отличие от потокового движения, мне ценовой паттерн не так критичен, как на коррекции. Сейчас купим, сейчас посмотрим, сколько у нас времени. Отлично. Здесь будет объем в несколько раз меньше, без наращивания. И мы рассчитываем на ретест структуры. Соответственно, это наш риск 100, чтобы сделать 150. Все. Посмотрим. Все, профит сделали еще дополнительный. В общем, у нас с вами суммарно 2334 доллара. Круто, да? Я прям очень доволен собой, потому что у меня был день позавчера, вот я с трейдерами разбирал в закрытом чате этот момент, когда я кучу денег упустил. Я особо ничего не потерял, но я очень много возможностей упустил. Тут не успел, там меня кто-то отвлек. Так получилось, что я работал, у меня приехала доставка в тот, прям вот в разгар торговли, когда я жду сигнал, весь сосредоточен, мне приезжает доставка, привозит. Я вот, и все, и вот буквально это какая-то вот, все какое-то зацепилось, закрутилось в такую вот кракозябру, да, и все, я потерялся. И я был крайне зол, крайне недоволен, потому что я приходил с одним настроем, но что-то пошло не так. Но затем, что я сделал и что я рассказывал трейдерам, я писал вам в Telegram тоже, что самое главное из этого состояния не торговать. То есть ты можешь смотреть на рынок, ради бога, сиди там, но не торгуй из этого состояния. Ты не можешь зарабатывать, находясь в состоянии, которое, скажем, не подразумевает вообще прибыльность как таковую. То есть не является мышлением прибыльного трейдера, а это раздраженность, это недовольство, это злость. И все вот эти эмоции. Не может из такого состояния приходить профит. Но это несопоставимая вещь. Тебе может повезти, но тогда ты запишешь дурную программу сюда, что оказывается я могу там слить, быть раздраженным, но все равно заработать. И вот так делать. А на самом деле это ошибка, потому что это все равно придет к сливу депозита. И тогда мне удалось немножко потушить вот этот внутренний пожар в моменте, немножко успокоиться, не торговать активно в этот день. И следующий день, вчера, например, прийти в хорошем состоянии психоэмоциональном, которое как раз переводит меня на ту, скажем, сторону, где я могу зарабатывать деньги. Понимаете, да? Это как вот я писал в Telegram, как перекресток. Что ты выбираешь, да, какую сторону. И вот если каждый раз ты выбираешь сторону, находясь в эмоциональном состоянии, да, эмоциональном будораженном состоянии, сторону торговли, то ты уже проиграл еще до того, как ты открыл сделки. Если ты выбираешь сторону наблюдателя, то есть не участника, то ты выигрываешь, потому что тебе нужно, чтобы твой эмоциональный фон, да, психоэмоционально успокоился, твое внимание более, скажем так, да, стало акцентированным. Вот эти вот негативные, скажем так, моменты внутри тебя прошли, и тогда ты переходишь на другую сторону, где ты можешь делать деньги. Вот это ключ к достижению прибыльной торговли. Если вот вы ищете секрет там, в интернете, как зарабатывать, и вы серьезно к этому делу относитесь, то вот то, что я сейчас говорю, должно быть для вас прорывной информацией, хоть она очень простая, но, возможно, вы об этом забыли или не знаете. Но это ваш ключ, да, который откроет ту самую дверь, в которую, может быть, вы стучите уже годами, может, месяцами, я не знаю, может, только вы начинаете, и даже лучше, если вы начинающий трейдер. Но это единственный способ, как вы можете прекратить бесконечно сливать депозиты, особенно реальные свои счета. Поэтому начните с ProTrader AI программы. Можете начать с более простой скальпер стратегии, да, которая позволит вам сосредоточить внимание на первых там 30-40 минутах от открытия, час, да, от открытия рынка, неважно, Мосбиржа, фьючерсы, Форекс, и уже немного подготовить себя к более такому, да, масштабным
да, более всеобъемлющим знанием в виде ProTrader AI, TrendScanner и других моих алгоритмов.